Привет, привет, уважаемые аудиофилы! Сегодня я хочу показать вам новинку от компании Audiofire. Это Trifonic S355DB. Право на жизнь эта модель получила наверняка благодаря вашим пожеланиям, которые вы публикуете на всех возможных площадках в интернете. Ну что ж, давайте ознакомимся, что это такое. Вот такая большая довольно коробка, вы видите, и давайте я ее вскрою и покажу вам ее содержание, а потом поговорим о сути, так сказать, что нового эта модель вам может дать. Вот такая история, давайте я вам ближе покажу. Итак, вот коробка, ее содержание, верхняя крышка, в которой обычно прячутся аксессуары. Итак, это что входит в набор? Входит инструкция, видимо, по эксплуатации. Кабель, соединяющий, очевидно, два сателлита, я так думаю. Кабель сетевой, съемный, причем две штуки, и понятно почему. Потому что сабвуфер беспроводной, но к этому мы еще перейдем. И набор кабелей сигнальных. Это кабель USB-C, оптический кабель. Вот такие с золочеными контактами. 2 RCA на 3,5 мини-джек. И батарейка, очевидно, для пульта дистанционного управления, который где? Который вот. Давайте, чтобы 2 раза не вставать, я его открою и вам покажу. Собственно, он и распечатан. Вот так вот выглядит этот пультик, но все эти опции я вам расскажу и покажу детально позже. Далее давайте все-таки доберемся до, собственно говоря, предмета нас интересующего. Такая тяжелая крышка. Я думаю, почему такая тяжелая коробка получилась? Там одна упаковка сколько весит. Итак, сателлит. Вот, очевидно, назовем его активный, потому что у него есть сбоку органы управления. Тоже, надо сказать, увесистый довольно сателлит, что делает ему, так сказать, аудиочесть. Вот такая вот неземная красота. Мы рассмотрим детально все, что расположено на этом сателлите, их назначение и функции несколько позже. Пока это просто обзорная такая демонстрация, что, собственно, в комплект входит. Второй сателлит, очевидно, назовем это пассивный, хотя на самом деле... Хотя это на самом деле так и есть, между прочим. Потому что в том сателлите находится вся электроника, включая блок питания, усилитель, управление и так далее. А этот сателлит получает сигнал по 5-штырковому проводу, который я вам показал накануне. И, в общем, является ведомым в этой сладкой парочке. Так и есть. Вы видите, 5-контактный разъем. И, собственно, сам сателлит. Ну и вот, собственно, сам сабвуфер. Давайте посмотрим, как он выглядит. Выглядит он примерно вот так. Снизу, чтобы 2 раза не вставать. Ножки такие красивые и прорезиненные, на которых он не будет ползать по полу, нерегулируемые по высоте. На задней панели разъем сетевой сокет для подключения кабеля питания и включатель питания. И все, больше нет ничего. Индикатор пары, то есть соединение с сателлитами. С этой стороны фазоинвертор. А с этой стороны, собственно, динамик.
Динамик. Одноволновый подвес. Металлический диффузор и плюсзащитный колпачок оригинальной конструкции без возможности конвекции воздуха там. Эта конструкция часто встречается у Edifier. По-моему, Фил Джонс начал применять такие. Может, я ошибаюсь. В целом комплект выглядит вот так. Понятно, что сателлиты нужно разнести. Это я поставил для того, чтобы вы смогли оценить их габариты, внешний вид, дизайн. Давайте я расскажу о сателлите немного более подробно, о вот этом, о активном, назовем его так, сателлите. Значит, динамик 3,5 дюйма среднечастотный, мид-бас, хотя он работает на порт фазоинвертора, то есть можно сказать, что мид-бас, а не мид. Твиттер, о нем чуть позже, нагруженный на такую линзу акустическую. И здесь индикатор режима работы и управления. Ножки резиновые. Сзади находится назначение органа управления. Я расскажу потом, хотя почему потом, давайте сейчас. Давайте ознакомимся, что заявляет производитель в документации на эту модель. Вот увидите картинку, на которой расположены сателлиты и рядом сабвуфер. Это телевизор, я так понимаю. Ну, довольно красиво смотрится, конечно. Итак, 150 Вт РМС общей мощности обеспечивает, вернее, принимает эта система. 1,5-дюймовый титаниум твиттер с титаниевым куполом. Это больше, чем было в прежних моделях Edifier. Они использовали в таких сателлитах от 0,7, даже от полдюйма до 1 дюйма. Вот это впервые вижу. Решение 1,5-дюймовый твиттер, это, видимо, значит, что перераспределены полосы частот, делегируемые этому твиттеру и вот этому среднечастотному динамику, тоже с алюминиевым диффузором, и 3,5 дюйма. Вот это уже стандартный размер для сателлитов Edifier в таких конструкциях. 8-дюймовый сабвуфер беспроводной, в отличие от предыдущих моделей этой серии, 350 имеется в виду. От начала до конца цифровой тракт, управляемый диджитал сигнал процессором. Высокое разрешение аудио и wireless аудио, то есть беспроводного аудио тоже. С разрешением до 96 кГц 24 бита читает эта система. Универсальное подключение, включая HDMI и ARC, и оптическое, коаксиальное, USB-C и Line-In, то есть аналоговые, традиционные, вот увидите его вход, имеет эта система, видите, развитые интерфейсы подключения, видимо, по просьбам вас, собственно, пользователей этих систем. Вот так выглядит пульт дистанционного управления. Лаконично, простенько, средних размеров, не маленький, не большой, впрочем, посмотрим его еще. Bluetooth 6.0 версии применен, и система поддерживает приложение Edifier Kone X, которое уже стало стандартом для колонок Edifier разных линеек. Hi-Fi акустик дизайн, использование 1,5-дюймового твиттера и все остальное делает звучание этой системы наиболее качественным, видимо. Вот так вот выглядит твиттер и среднечастотный динамик в сателлитах Edifier. Вот это окошечко, очевидно, индицирует режим работы и принимает сигналы пульта дистанционного управления. 5,8 ГГц wireless сабвуфер, то есть это не по Bluetooth, это по своему протоколу. На этой частоте подключается сабвуфер, который работает от 44 Гц, как здесь написано, питается класс D усилителем и имеет 70 Вт РМС выходной мощности. Вот так вот он выглядит, прям бух, в песок его поместили художники. High Resolution Audio Processing, это мы уже говорили, что имеется вот такая возможность. Для такой маленькой системы я не уверен, что это особо хорошо, но, однако, конечно же, и неплохо. Это расширяет возможности, по крайней мере, гипотетически эта модель может принять такой качественный сигнал и, соответственно, его воспроизвести сообразно своим акустическим свойствам. Тут расписано о подключении через HDMI.
которое просят многие пользователи для подключения связи с телевизором. Также имеется USB-C и аналоговые входы, что делает подключение универсальным и расширяет возможности подключения. Об этом мы уже говорили. Здесь идет речь о лицензионных правах на HDMI и все, что с ним связано. Развитое Bluetooth подключение в версии 6.0 с поддержкой LDAC на радость владельцам андроидов и позволяет связаться с колонками одновременно два устройства, два источника. Вот, например, на этой картинке вы видите, как это происходит. Тут кто-то слушает пение девушки, тут кто-то слушает пение вот этого молодого человека в очках. Это, конечно, мило, но я не очень хорошо понимаю. Хотя эта фенечка найдет, конечно, своих пользователей, я так думаю. Удобный контроль, то есть управление этой системой с помощью пульта дистанционного управления и вот этих вот 3 крутилочек, которые расположены на одном из сателлитов сбоку. Саунд-эффекты, то есть имеется 4 пресета и возможность с помощью приложения Edifier KONX управлять более широким спектром звучания этой системы. Вы видите, что здесь перечисляется. Это и переключаться между источниками сигнала, и проще управлять звучанием, и выбирать из звуковых эффектов, и управлять этими эффектами тоже. Еще имеется доступ к мануалу, то есть инструкции к этой системе прямо со своего телефона. Вот вы видите, тут закладки изображены, тут My Device, то есть описано ваше устройство, в данном случае Edifier S355DB. Здесь выбор входа интерфейса подключения, тут выбор звукового эффекта, и здесь вот тот самый, видимо, мануал, который упоминался выше. Вот так вот выглядят эти колоночки в интерьере, не моем, а приличном, так скажем, или вот так с проигрывателем, или вот так без проигрывателя. Спецификация, вот цифра, которая многих интересует. На Твиттере усилители подают по 15 Вт максимум, на мидбасы 25 Вт по 25 Вт и сабвуфер 70 Вт питает. Использованы динамики, 8-дюймовый длинноходный динамик сабвуфере, 3,5 дюйма, как мы говорили, с алюминиевым диффузором, среднечастотный динамик и 1,5 дюйма с титановым куполом, твиттер с неодимовым магнитом. Частотный диапазон 44 Гц, 120 Гц сабвуфер обеспечивает. Непонятно, кто играет до 200, а вот от 200 до 40 кГц, 40 кГц, друзья, играют сателлиты. Это я, конечно, пошутил. Тут речь идет о неравномерности частотной характеристики. Так вот, она в допустимых пределах находится вот в таком вот диапазоне и в таком диапазоне у сателлит. Но на самом деле, когда они вместе перекрываются, то здесь, конечно, получается ровная полочка, по крайней мере, должна получиться. Отношение сигнал-шум, вы видите, для сателлитов чуть поменьше, похуже, для сабвуфера чуть получше. Интерфейсы подключения, как мы уже говорили, вот перед вами целый список. 6.0 Bluetooth версия, поддержка кодеков LDAC и SBC. И вот вы видите чувствительность по этим входам. Некоторым людям это важно. И размеры. Размеры, сателлит активный и пассивный. Кстати, они разного размера почему-то, не очень понял почему, хотя они роста одного. И сабвуфер размеры, вес 13 килограмм. Хотя вся коробка, насколько я помню, весит 18. В транспортной упаковке, в смысле. В комплект входит, собственно, сабвуфер с сателлитами. И вот комплекты кабелей с указанием длины. Очень многие люди, очень многие, постоянно спрашивают, переспрашивают длину этого кабеля, будто это имеет какое-то значение. Видимо, для них имеют, расспрашивают. Я просто не очень понимаю, зачем. Инструкция, да, понятно. Вы видите, все перед вами. Вот как выглядит это живьем. Порт фазоинвертора, линейный вход, вход HDMI, вход коаксиал, вход оптический, USB-C, индикатор пары, который он создает с сабвуфером, включатель питания, соки для подключения кабеля питания, лыбочки о том, что эта штука сертифицирована Harris Audio и Harris Audio Wireless.
На боковой стороне органы управления выглядят вот так. Уровень, он же переключатель источника сигнала, нажатием осуществляется переключение. Регулятор высоких и низких частот, соответственно, с едва фиксированной средней точкой, что для меня, например, очень важно. Диапазоны заявлены как плюс-минус 6 дБ и того и другого регулятора. Ну и динамики. Титановый твиттер 1,5 дюйма, 3,5 дюйма среднечастотный динамик, это я уже говорил. Отделка под дерево. Обычная для колонок Edifier этого класса. При включении комплекта SAB и сателлит объединяются в пару по беспроводному интерфейсу. Нажатием на регулятор громкости можно по кругу переключать входные интерфейсы, при этом активный вход высвечивается на световом индикаторе. При регулировании тембра и громкости индикатор показывает текущее значение этого параметра. Здесь я вам покажу меню управления этой моделью с помощью приложения Edifier KONX. Вы видите все закладки, которые доступны в этой модели. Как предполагал один из пользователей в комментариях, никаких дополнительных опций это управление не имеет, как то предполагалось. Регулирование частоты среза этих колонок, этого ничего нет. Обычный стандартный набор управления. По просьбам пользователей я хочу разобрать SAB, чтобы, во-первых, показать вам, что там ничего нет, а во-вторых, подключиться к динамику SAB, чтобы снять кривую импеданса. Разборка – это не мой cup of tea, не люблю я это дело. Однако действительно интересно, как там затюнен SAB и зачем сателлитам порт фазоинвертора. Под словами «ничего там нет» я подразумевал блок питания, беспроводной приемник сигнала, усилитель класса D и динамик. Ничего интересного. Таким образом, я вывел через порт фазоинвертора провод от динамика, подключил его к своей звуковой карте и получил доступ к вожделенным измерениям. Вот перед вами кривая импеданса сабвуфера. Тюнинг или его настройку я оцениваю как 40 Гц приблизительно. Вы видите два равновеликих холма импеданса, которые говорят о корректности настройки. Ну, давайте перейдем к портированный, кстати, тоже сателлит, мид-басовый динамик. Я оцениваю его настройку чуть больше 100 Гц, и разновеликие по амплитуде холмы указывают на то, что извозчики выжимали последние 30 грамм. И твиттер дико высоко настроен, несмотря на свой огромный размер, он настроен очень высоко. Я полагаю, что и резон должен был бы быть тоже довольно высоко. Ну, давайте сложим просто эти кривули и посмотрим, что они из себя представляют вместе. Это не очень информативная штука, потому что устройство питается, как я уже говорил, от бямпинг, ну, то есть раздельное усиление по динамикам, поэтому эти кривые никак не отображают его условия работы. Однако, тем не менее, для статистики, вот видите, SAB на 40 Гц, сателлит на 100 Гц и Twitter R на 2000. Давайте посмотрим, что это выглядит по кривой АЧХ. Вот перед вами АЧХ мид-вуфера, то есть басового динамика сателлита. Невероятно ровная, правда? Ну и сшивка, очевидно, произойдет где-то в районе 3 кГц, что, на мой взгляд, не так уж прям и высоко. Ну, давайте посмотрим другие кривые. Это кривая порта сабвуфера.
вот такая вот кривая. Сейчас мы ее сложим с динамиком сабвуфера. Вот, кстати, его АЧХ. Напомню, что это АЧХ в ближнем поле, снятое событийно в моем помещении. И документом это не является. Апеллировать к нему нельзя. А вот ЧХ, например, Твиттера, который обещанно работает до 40 кГц, на самом деле у меня здесь до 20, потому что мой микрофон больше не принимает. Вот этот провал наверняка обусловлен моими измерениями некорректными, каким-то очередным отражением, поэтому к нему всерьез тоже относиться не нужно. Просто видно, что он начинает работать вот от 3 кГц примерно. Кстати, сейчас сошьем его с чем-нибудь и посмотрим, на что это похоже. А вот порт сателлита, АЧХ порта сателлита, он начинает работать от 90, от 80 Гц приблизительно. Ну, давайте... вот, кстати, тут в углу притаилась еще АЧХ. Я снял АЧХ сателлита в сборе, то есть оба динамика Midbass и Twitter, с некоторого расстояния, что уже совсем некорректно, и впитало в себя кучу переотражений, которые в окружении моей комнаты находились. Но тем не менее линейность, ну прям завидная, скажем, друзья мои, не так ли? Это все происходит плюс-минус 2-3 дБ, имейте в виду, то есть сателлит как самостоятельная колонка. Да, тут нет порта фазоинвертора. Кстати, давайте добавим, как это сделать. Сателлит и порт сателлита. Вот так вот. Что нет, ну это они по уровню разные сняты, но надо понимать, что порт таки добавляет заметно, и где-то от 80 Гц сателлит будет работать с завидной линейностью. Но не будем об этом. Это сателлит тоже закроем, это нам не надо. Порт сателлита тоже закроем. Обратим свои взоры на сабвуфер. Вот, например, динамик сабвуфера и порт сабвуфера. Что они собой представляют? Вот такая вещь. Ну, вот это, понятно, артефакты, вызванные измерением в моей комнате. Как же иначе? Как же без них? Ну, если по уровням это все у меня примерно было согласовано, то рабочий диапазон сабвуфера может составлять от 40 Гц до 110 Гц при довольно приличной линейности, как для сабвуфера. Тоже надо делать поправку на это. И все это еще будет зависеть от тюнинга этой истории. Давайте закроем теперь. Да, ну, Твиттер, тут что можно сказать? Давайте Твиттер сошьем, например, с мидом. Твиттер с мидом. Ну вот, они получаются даже ниже, чем 3 кГц. Ну, к этому еще можно добавить, конечно, сабвуфер, для того, чтобы полюбоваться, как это все работает. Но очевидно, что по уровням здесь они не согласованы, но общая картина должна быть примерно понятна. Кому интересно, я в другом выпуске смогу более детально уделить этому внимание, если интересно. Обычно люди просят меня сказать свое мнение об увиденном, услышанном. Видите ли, мое мнение, оно является частным, предвзятым, своеобразно, то ли в ту, то ли в иную сторону. В частности, я в принципе не приемлю компактных систем и не являюсь их почитателем, и даже не в состоянии оценить. Я люблю большие сетапы, громоздкие, якобы более качественные. Однако не факт. Вот это интегрированное решение, коробочный вариант, идеально согласованные компоненты друг с другом, но и они заодно не дают вам возможности маневра, то есть замены каких-то компонентов этого тракта. Ну и слава богу. Вы вполне можете разрушить хрупкий баланс, который создается инженерами для того, чтобы это все звучало гармонично. Понимаете? Поэтому коробочные комплекты вообще предназначены для людей, которые не хотят сильно с этим заморачиваться и ценят контент больше, чем средства его воспроизведения. При прочих равных условиях я бы выбрал более новую модель по разным причинам. Прежде всего потому, что она наверняка была доработана, исправлены какие-то, если они были ошибки, или просто внесены некоторые улучшения, оптимизация конструкции. Вот в этой, в частности, вы видели мало то, что добавлены сразу несколько интерфейсов подключения по сравнению с предыдущей моделью 350, предположим. Но еще и наверняка изменены схемы и улучшены
И вам от этого только лучше. Может, оно не так заметно, но оно того стоит. Единственное, что непонятно, сколько будет стоить эта система. Хорошо бы ее соотнести с 350 на одном и том же маркетплейсе каком-то, с тем, чтобы был смысл сравнивать. Вот. Но при разумной переплате я считаю, что новое всегда лучше старого. Это раньше было удешевление с целью там, продвижения на рынке. Сейчас уже борьба идет за более тонкого пользователя, тонко понимающего, предъявляющего более осмысленные требования. И таким образом эта система лучше предыдущей. То есть кому нравилась предыдущая модель, вообще трифоники, от Edifier в частности, а других так массово в таком ассортименте и с таким качеством я не припомню. Ну, наверное, есть, но мне не дают их на обзоры почему-то там, я не знаю, поэтому я о них ничего не могу сказать. Ни хорошего, ни плохого. Но то, что я видел на тех же маркетплейсах, торговых площадках, ну, честно, не вызывает никакого интереса, потому что ничего нового там не привнесено, не сделано. Копирование просто каких-то шаблонов, в общем, общепринятых. А здесь, видите, не тонко подметили что-то, бац, сразу сделали новую модель или новую версию модели с тем, чтобы занять эту нишу, которая вот пустовала, предположим. Такие дела. Пишите, что вы думаете об этом. Я сейчас дам вам послушать, как это все звучит. И давайте обменяемся впечатлениями о увиденном, услышанном. Сейчас я здесь тщательно все расставлю с микрофонами и запишу тестовые сигналы. Сначала барабаны. На них многие люди любят испытывать звучание. Ну а теперь мой старый набор треков.